Закажите кредитную карту Альфа-банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Привет! Хотел бы рассказать вам об одном интересном зимнем походе, который, конечно, как всегда, не обошелся без приключений. В общем, дело было в конце зимы. Солнце грело все сильнее, а лед на реке становился с каждым днем все тоньше. Поэтому идти пришлось с большой осторожностью. Сидел бы дома и не лез куда не надо, но нет. Дело в том, что я нашел одно классное место. Каменный дом на берегу реки. Нашел совершенно случайно и уже впоследствии решил сюда прийти с нужными мне материалами для осуществления небольшого ремонта. А вот, кстати, и он. Узнаете? Кто-то из вас, возможно, уже видел этот дом ранее, ведь его посещал Дима с канала «Походный оптимист». Да, дом из камня, еще и на берегу реки с прекрасным видом, влюбляет сразу в себя любого путника. По моей информации, построил его заядлый рыбак, который сейчас посещает это место крайне редко. Думаю, хозяин хотел построить дом на века, и ему это удалось. Колоссальный объем работы, камни уложены аккуратно друг на друга, и использован специальный долговечный раствор на основе цемента. Правда, меня до сих пор мучает вопрос, каким образом сюда было доставлено бетонное перекрытие на крышу? Или же оно было отлито из бетона прямо здесь, на месте? Дверь открывается с усилием, и одна петля уже свое отработала. Но ничего, чуть позже займусь ее ремонтом. А внутри меня ждал удивительный интерьер. Небольшой столик, 2 огромных лежака, на которых может разместиться как минимум 4 человека, старенькое зеркало, навесная полка с подсвечниками и прочими вещами. И огромная печь из камней. А вот влажный пол мне не понравился сразу. Да и деревянное перекрытие, все в воде. Ясно одно, в доме протекает крыша. Да, текущая крыша в доме – это большая проблема. И не всегда удается найти по-настоящему мастера своего дела, который бы сделал свою работу качественно и в срок. Именно поэтому я хочу вам рассказать об очень полезном онлайн-сервисе по поиску специалистов профи. На профи можно найти электриков, штукатурщиков, строителей, сборщиков мебели, сантехников и вообще всех мастеров для ремонта. И не только. На сервисе более 2,5 миллионов специалистов по России, готовых помочь вам практически с любой вашей задачей. Есть даже те, кто оказывает услуги дистанционно. Например, репетиторы, которые помогут подготовить ребенка к экзамену. А юристы заполнят налоговую декларацию. Несмотря на свой богатый опыт в ремонте квартир, а я уже 2 раза улучшал свои жилищные условия, есть вещи, с которыми я не дружу. И это сантехника. Когда у меня в квартире стала протекать труба в ванной, я не стал испытывать судьбу. И нашел мастера на профи в этот же день. Сервис подскажет, как оформить заказ, чтобы найти подходящих специалистов. Показываю, как легко и быстро это работает на деле. Описываем задачу, сроки выполнения и свой бюджет. А потом уже ждем откликов от специалистов. Я выбирал специалиста по отзывам клиентов, примерам работ и рейтингу. Мастер приехал в этот же день и решил проблему в оговоренное заранее время. Кстати, многие специалисты дают гарантию, работают по договору и делают скидки. А если вы сами обладаете необходимым опытом и хотите помочь другим людям в решении их проблем, то можете установить приложение профи для специалистов, получить дополнительные заказы и новых клиентов. Ссылки на приложение я оставлю в описании под видео. И пусть ваши дела исполняются с профи. Посмотрите, какое здесь живописное место. Я уже представляю, как здесь классно проводить время летом, в жаркую погоду. Можно и рыбачить, и искупаться, и вообще хорошенько отдохнуть в таких поистине комфортных условиях. Несмотря на усиленное таяние снега,
что говорит о плюсовой температуре, ночью может быть сильный мороз. Поэтому лучше заранее хорошо протопить огромную каменную печь в доме. Говорят, что дрова согревают дважды, но мне кажется, врут. Трижды. Ведь сначала деревья нужно донести до места, напилить, и только потом они будут отдавать тепло, сгорая внутри печи. Дрова в основном очень сырые, влажные, и разжечь их будет тяжело. Поэтому заготавливаю как можно больше сухой щепы и лучин для розжига. Да и мелкие сухие ветки точно не помешают. Первый дымок из печи и запах костра. Я обожаю этот момент. Уже есть понимание, что скоро с каждой минутой температура в доме будет расти. А на душе от одного вида горящих дров уже становится тепло. Закажите кредитную карту Альфа-банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Вы, кстати, что там стоите? Заходите уже в дом. Самое время подсушить влажные вещи. Перчатки, шапку, гамаши. Хорошо, что в доме есть веревка, натянутая над печью. И даже прищепки предусмотрительно кем-то оставлены. Я, кстати, тоже пришел сюда не с пустыми руками. Ведь дом, несмотря что он построен качественно, на совесть, требует постоянного ремонта и ухода. Шуруповерт, пистолет для герметика, сам герметик, свечи и дверные петли. Все это сегодня будет использовано по назначению. Но сначала, пожалуй, попью горячего чая из термоса. Кстати, температура в доме уже поднялась до 10 градусов Цельсия. И это, конечно же, радует. Зато вода в дом все прибывает и прибывает. Она, оказывается, не только капает с потолка, но и затекает с улицы. Почему-то уровень пола в доме ниже уровня грунта снаружи. И эту проблему надо решать.
Теперь вода по этой канавке будет течь в сторону от дома. Верхняя дверная петля уже дышит на ладан, но я решил не снимать ее, а просто усилить, установив дополнительно еще 2 новых петли. Выглядит немного топорно, но зато теперь дверь открывается и закрывается, как ей положено. А вот с печью проблема куда серьезнее. Она отымеет. И предыдущие гости, видимо, уже пытались как-то решить проблему. Чугунная варочная поверхность, треснувшая пополам, то ли из-за перепадов температуры, то ли от старости, завалена сверху различными металлическими предметами. А забитые негорючим материалом щели говорят о том, что печь небезопасна для использования. По-хорошему, было бы вообще заменить старую варочную поверхность. Но будем работать с тем, что есть. Специальный герметик для печей поможет временно решить проблему. Хотя, как вы сами знаете, нет ничего более постоянного, чем временное. Все щели промажу толстым слоем герметика, прямо на горячую. Толстый и неаккуратный слой герметика выглядит неэстетично. Но такой ремонт делается не для красоты, а для безопасности. И следующие гости этого дома смогут провести время с удовольствием и не переживая за то, что могут случайно угореть. Отлично. Теперь нет даже намека на задымление. За окном кромешная тьма. С потолка постоянно капает вода. Но сырость в помещении никак не влияет на мой аппетит. А утолить мой голод должно простое и сытное блюдо. Рецепт жаркого в горшочках каждый меняет на свой вкус. Лично я предлагаю попробовать следующий вариант приготовления. Картошка, ну а куда без нее? Почистить, порезать. В общем, все как обычно. Нарезаю лук, желательно не слишком мелко. Далее мясо. Тут уже на ваш вкус. Я в этот раз взял с собой индейку. Очень мягкие и нежные кусочки у нее получаются после приготовления. Соль и специи по вкусу. Предпочитаю брать готовый набор приправ, которые надо только перемолоть. Добавляю подсолнечное масло, чтобы картошка и мясо сильно не подгорели. И тщательно перемешиваю. Обычно я даю какое-то время ингредиентам в горшке настояться, пропитаться маслом, специями. Но в этот раз слишком рано подоспевшие угли в печи и невероятный голод заставили меня поставить горшок в печь почти сразу. Эх, красота. Сейчас вкусно поем, да лягу спать.
Несмотря на постоянно падающие с потолка капли воды, настроение просто отличное. Я нашел место, где на меня не падает вода, и под заранее скачанный любимый фильм получал удовольствие, лежа в спальнике. Закажите кредитную карту Альфа-банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Утро. Ночь была тяжелой. И знаете, у меня двоякое впечатление об этом прекрасном доме. Великолепное место в красивом уголке природы, прямо у подножия горы. Отличный качественный дом из камня, который простоит еще не один десяток лет. А с другой стороны, понимание, что хозяин дома либо вообще не появляется здесь, либо бывает тут крайне редко, и, возможно, в силу возраста или, не дай бог, болезни, не имеет возможности заниматься своевременным ремонтом. А что думаете вы? Вам понравился этот дом? И как вы считаете, может быть, стоит мне сюда вернуться летом и попробовать починить крышу? Напишите об этом в комментариях. Ну а мы с вами совсем скоро уже увидимся вновь. До встречи. Пока-пока.